Так, ну, не смог я удержаться, и 30 декабря 2024 года даю вам ответы на те вопросы и замечания, которые вы выражаете в комментариях к моим видео. За это вам огромное спасибо, что вы комментируете. Мне реально очень важна эта обратная связь. Собственно, так это и работает. У нас школа юридической самозащиты, то есть мы сами себе помогаем. И вот вы мне задаете вопросы, кидаете какие-то реплики более-менее осмысленные. Я вам на эти реплики отвечаю. И первая просьба, пожалуйста, не надо писать матерных комментариев, не надо оскорбительных комментариев, даже на английском писать. YouTube не постит комментарии, которые оскорбляют человеческое достоинство и держит их на холде, то есть на просмотре. Я этот просмотр делаю достаточно редко. Нахожу ваши старые комментарии, как правило, оскорбительные либо в адрес меня, либо в адрес героев, о которых я рассказываю в своем видео. И в большинстве случаев, даже если бы я хотел, я этот комментарий не могу снять с холда, не могу его разместить в публичном доступе. Мне просто YouTube это не позволит. Я за свободу слова, но за свободу слова, которая уважительно выражается ко мне, как к автору. Все-таки вы на моем канале добровольно сюда пришли, я вас не заставлял, вы мне денег не платили. То есть у меня перед вами каких-то явных обязательств нет. И приходите просто писать матерные комментарии, ну, я их даже, если бы хотел, не смогу разместить, YouTube их не пропустит. Пишите комментарии, даже если вам жутко не нравится то, что я делаю. Жутко не нравлюсь лично я, вот по всем параметрам. Как я выгляжу, как я говорю, что я говорю, ну, в общем, все не нравится. Напишите этот комментарий пускай не нейтральном тоне, пускай негативный комментарий, но не оскорбительный. И тогда он будет размещен. И я за свободу слова. Ну, не нравится. Ну, вот бывает такое. Я многим людям не нравлюсь, особенно тем, от которых я добивался соблюдения закона в горячем ключе. Поэтому пишите комментарии, но так, чтобы их пропускал YouTube, и так, чтобы они были осмысленны. Просто прийти написать строчку матерных слов, такой комментарий не попадет в публичный доступ. Если вы чем-то недовольны, выразите это по-другому. Вы же все грамотные, хорошие люди. Правда ведь? Вы так о себе думаете. Подпишитесь, если вы не подписаны. Если подписаны, проверьте, что у вас включены уведомления все. То есть это такой звенящий колокольчик, чтобы вы видели о том, что я выпускаю новые видео и приходили, смотрели их. Ставьте лайки, дизлайки, как вам нравится, это на ваше усмотрение. Я внимательно прислушиваюсь к тому, что мне пишут в комментариях. Ну, первый комментарий, общий такой, их много было, но общий смысл первого комментария: что бы вы ни делали в соответствии с Конституцией, вам это не поможет. Ну, то есть вас там заставят, вас накажут и так далее. В общем и целом, я с этим комментарием согласен. Безусловно, то, что происходит со мной, то, что происходит со связанными со мной вещами в горячем ключе Краснодарского края, в Краснодаре, за все эти почти 50 лет жизни в СССР и в России, я полностью с вами согласен, что Российская Федерация никогда не была страной законопослушной, но со временем, особенно последние годы, скажем так, с 2018 года, все законы не стоят и той бумаги, на которой они написаны. Начиная с Конституции. Увы, ребята, это так. И когда я вам рассказывал про наиважнейшую 51-ю статью Конституции, одну из самых важных,
Я сразу оговорился, что пока эти положения действуют в какой-то степени. И да, когда-нибудь, может быть завтра, может быть через месяц, ну скорее раньше, чем позже, будут таким образом приняты какие-то подзаконные акты, то есть не в самой Конституции изменения будут внесены, а где-нибудь там каким-нибудь отдельным федеральным законом с каким-нибудь очень хитрым названием, типа о внесении изменений и дополнений в статью такую-то, там 51-ю, ну что-нибудь такое. Нет, может быть в Конституцию так и нельзя внести изменения. Ну, в общем, сделать так, что по сути создадут правовую коллизию, противоречия, и 51 статья перестанет действовать, потому что она объективно мешает. Она объективно мешает. Поэтому да, Россия страна беззакония, это скорее правило, и то, что вам удается добиваться, и мне когда-то очень редко добиваться удается своих прав, и применения своих прав, и обязанностей чьих-то других, допустим, полиции, это исключение из правил. К сожалению, это так. И дальше будет только хуже. Увы, Конституция до 18 года не была настолько противоречивой, насколько она противоречива сейчас. Сейчас Конституция противоречит сама себе в несколько, ну то есть одна часть противоречит другой части, одно положение противоречит другой. Уже сама Конституция, запомню, которая является законом прямого действия, то есть не требующим трактования, она уже сама по себе начинает, какую статью не возьми, там одно написано, здесь другое. И вот пользуйся как хочешь прямого действия. И там написано противоречащие в какой-то степени друг другу вещи. То есть да, 51 статья пока как-то действует, ну, наверное, скоро перестанет действовать. Дальше комментарий. Ну вот буквально давайте зачитаю, чтобы вы не думали, что это все себя придумано. А еще, как вариант, пишет Дмитрий, не точно, но они, например, могут спрашивать, а что вы делали в это время, а кто может подтвердить, а это время могло бы быть временем преступления. Недобросовестные представители власти могут узнать, в какое время вы были на работе, дома или еще где-то, задавать наводящие вопросы и написать левое заявление на то время, когда у вас нет доказательств, никто не может подтвердить, ну то есть у вас нет алиби, где вы были в такое время. Еще есть камеры в магазинах, на улицах. Вот, статья 51, очень кстати в этой ситуации. Да, значит, статья 51 Конституции говорит, что вы можете не свидетельствовать против себя и своих родственников ближайших. Напомню, это кровные родственники, бабушка, дедушка, мама, папа. Не, бабушка и дедушка не помню. Ну, мама, папа точно ваши дети. И некровная ваша жена или муж. Если брак официально зарегистрирован. Гражданская жена в этом смысле или муж не считаются. Уже не родственники. Бабушка и дедушка, по-моему, тоже. Все-таки родственники по крови. А вот теща нет, уже не родственник. Если общее правило, думайте как полицейский. Ну вот он задает вопрос, а что было там-то, там-то, тогда-то, тогда-то? Если в этом месте, ну допустим, вот как тут написали, на улице, нет, в магазине под камерой, в магазинах почти всех есть камеры. В магазинах под камерой что было тогда-то, тогда-то. Первое. Если вы в этом месте были в это время, все, ваш ответ. Я был в это время в этом месте, или отказываюсь свидетельствовать против себя, потому что я был в это время в этом месте. Это что касается вас. Если вы спрашиваете, полицейский, да, но вот вы видели, что делал, допустим, продавец магазина или другой человек. Тут у вас универсальный ответ. То есть, когда
вопрос не касается вас и ближайших родственников, близких родственников, самое лучшее сказать: я не помню. Две вещи, очень важно, поймите, запомните навсегда. Две вещи, которые полицейский не может вас заставить делать. Он не может заставить вас помнить, ну вот не может, все. Может быть, у вас есть травма головы или еще что-то, или просто плохая память, кровоснабжение плохое. То есть первое, полицейский не может вас заставить что-то помнить. И это не ваши обязанности. Нигде в законе не написано, что вы обязаны помнить, что с вами происходило даже 5 минут назад. Нигде. То есть самый лучший ответ: я не помню. Если полицейский хочет, пускай докажет, что вы обязаны помнить то-то и то-то. Этого нет. Это первый, самый важный, самый лучший ответ. Я не помню. То, что касается кого-то, кто не подпадает под действие 51 статьи Конституции. Второй самый важный ответ, самый лучший ответ, но хуже, чем первый. Если вам что-то говорят, поясняют, какую-то ситуацию, ну, допустим, 29 декабря в 10 утра вы были в магазине Carrefour и делали то-то, то-то. Или там кто-то был в магазине. Ваша гражданская жена, не близкий родственник, то есть не подпадает под 51 статью, была в магазине Carrefour и делала то-то, то-то, допустим, украла там, не знаю, еды. Ваш лучший ответ в этой ситуации: я не понимаю. То есть второе, что может полицейский вам, вы можете полицейскому ответить, и от вас не могут потребовать, от вас не могут потребовать понимания. Но вы можете быть просто тупым, вы можете перенервничать, что еще очень подходит для ситуации. Вы можете перенервничать в ситуации, вы можете бояться полицейского. Можете прямо так и говорить: товарищ полицейский, или господин полицейский, в зависимости, кто он вам там. Я нервничаю, я вас боюсь, я боюсь, что вы меня к чему-то привлечете. Поэтому я вас не понимаю, я не понимаю суть вопроса. Да, вот прямо так и говорите. Я не понимаю суть вопроса, я не помню тех обстоятельств, о которых вы говорите, этот день, этот час. Я вообще мало что помню из прошлого, у меня плохая память. Вот. Опять же, состояние вашей памяти лучше, конечно, не озвучивать, но с другой стороны, состояние вашей памяти — это медицинские данные, персональные ваши данные, и полицейский не может от вас потребовать подтверждать, что у вас память хорошая. Вы нервничаете, в состоянии аффекта, полиция давит, вы в полицейском участке или в полицейской машине. Я не помню, я не понимаю. Два лучших ваших вопроса. Да. Я не помню, я не понимаю. Это то, что касается тех обстоятельств, которые не перекрываются 51 статьей Конституции. Врать, лгать, лжесвидетельствовать полицейским не нужно. Потому что действительно это люди опытные. У них есть доступ к камерам, у них есть доступ к трекингу вашего телефона. Да-да-да, ваши телефоны — это ваши главные враги. Телефон — это у вас не только, телефон — это, во-первых, маячок, который всегда говорит, где вы находитесь в каком-то месте, в какое-то время. Один сотовый телефон вместе, допустим, еще с какими-нибудь оплатами через карточку может полностью выдать, где вы находились, в какое время и что вы делали. Плюс он скажет, с кем вы общались, потому что можно посмотреть, кто рядом с вами был в этом же месте. В общем, телефон — это, по сути, за вами персональный шпион. Кто вдруг еще не знает, телефоны хорошо вас слушают, слышат и очень хорошо отслеживают то, что вы смотрите в сети интернет и чем вы пользуетесь. То есть это вот следящее персональное устройство за вами. Я имею в виду смартфон. Поэтому у полицейских есть разные относительно законные, относительно незаконные, но применяемые ими способы доступа к информации, которую собирает ваш телефон. И
впрямую врать, что меня там не было, или я этого не делал, а потом выяснится, что вы там были и вы это делали, или кто-то другой. Не понимаю, не помню. Это мой ближайший родственник, 51 статья. Вот так. И пускай полицейский мучается и доказывает, что вы обязаны это помнить, что вы обязаны это понимать, что это не ваш ближайший родственник и так далее. Кстати, полицейским жутко не нравится то, что я занимаюсь ликвидацией безграмотности. И очень многие приходят и мне пишут всякие гадости по поводу того, как я все неправильно делаю, какой я плохой человек, да что это не поможет, да все равно не найдут возможность. Может быть, да. Ну, в конце концов, если уж я против мысли о том, что нужно расслабиться и получать удовольствие, и не сопротивляться насильнику. Я та лягушка, которая взбивает молоко в масло, а не ждет, пока поднимется температура воды в кастрюле с молоком до температуры кипения. Нет, я лягушка, которая даже если не вылезет, то взобьет молоко в масло. Я предпочитаю бороться, даже если шансы на победу незначительные. Не помню, не понимаю. Вам сотрудник что-то говорит, а вы не помните и не понимаете. И понимая, сейчас я понимаю, что вы находитесь под давлением сотрудника полиции. Он, как правило, не один. Как правило, их несколько. Как правило, это отдел или машина служебная. Я всегда говорил и говорю и буду говорить. Если дело пахнет керосином, если вы понимаете, что там есть минимальная возможность уголовного преследования, а сейчас практически всегда есть минимальная возможность уголовного преследования, у вас должен быть 1, 2, 3, лучше 3 проверенных адвоката в вашем телефоне, записанных, которому вы можете позвонить и который ответит. Я, наверное, отдельно расскажу, как я искал себе адвоката по делу о поджоге. Это длинный рассказ, но поверьте моему опыту, я ходил в прокуратуру с адвокатом неоднократно. Я пользовался услугами адвокатов по административным делам, по гражданским делам, по спору хозяйствующих субъектов. И вот в 23 году я пользовался адвокатом по уголовному делу о поджоге моего дома. Если адвокат хороший, которому вы доверяете, то, скорее всего, этот адвокат будет занят. Поэтому хороших адвокатов, а адвокат хороший, которому вы доверяете, которого вы знаете, что он хотя бы не с вами, но с другими проверен и действительно защищает интересы клиентов, таких адвокатов у вас должно быть несколько. Высока вероятность того, с учетом того, как адвокаты сейчас в России преследуются, юристы вообще, особенно правозащитники, высока вероятность того, что вы обратитесь, когда вас клюнет жареный петух, вы, допустим, уже в отделе полиции, вы обратитесь к какому-то адвокату, а он будет занят. Или не ответит, или будет спать, или будет в процессе, с выключенным телефоном. Поэтому адвокатов у вас проверенных, которых вы можете попросить ваши интересы представлять, должно быть как минимум 3. Вторая вещь, которую вы должны сделать, вашу защиту. У вас на телефоне должны быть приложения, ссылки, информация, заранее записанная всех правозащитных проектов, которые есть в России. Вот всех возможных правозащитных проектов. Не буду называть никакой конкретно, чтобы не сказали, что я выделяю какой-то или рекомендую какой-то, но погуглите, найдите в поиске правозащитные, все еще действующие в России проекты,
Установите их приложение, запишите их в избранные их сайты, чтобы не искать там в отделе полиции, когда вы на нервах, на вас орут полицейские и говорят, мы тебя сейчас закроем, посадим и так далее, подкинем тебе вещества. Адвокаты и правозащитные проекты у вас должны быть заранее подготовлены, особенности, если вы занимаетесь чем-то из ряда вон выходящим. Правозащитной деятельностью, экологической деятельностью, если вы хоть какое-то должностное лицо где-то, если вы материально ответственный, просто там, не знаю, товаровед в магазине, на котором на несколько миллионов висит товары, если вы занимаетесь бизнесом, все, что, даже если вы учитель в школе и, не дай бог, преподаватель в университете, это тоже у вас должно быть, потому что преподаватели в университете, у них две статьи. 290 получение взятки и там еще какая-то, я не помню, в общем, действие сексуального характера, понимаете. То есть, либо вас обвинят в том, что вы домогались там мальчика, девочку, или двоих, или троих, то есть по этому пойдете, либо вымогали взятку. Вас могут еще и благодарные студенты спровоцировать, пойти, допустим, не понравились вы, или в вас влюбились, вы не ответили взаимностью, или еще, да что угодно, просто твари. Да, ну, бывает же такое. Вот, пошли, договорились с полицейским и спровоцировали у вас взятку, кинули вам конверт какой-то. Так что никто не защищен от тюрьмы, от суммы, ребята. Да, кстати, по поводу суммы. Адвокаты стоят определенных денег. Обычно адвокаты, члены адвокатской палаты, вот, или ассоциации, ну, короче, у них есть некая сумма, которую эти адвокаты должны платить как обязательный взнос в свою эту палату. И адвокаты стоят недешево. Ну, я не знаю, сколько сейчас стоит, но в мою бытность начиналось что-то там от 50 тысяч. На адвоката по поджогу мы потратили, по-моему, порядка 100 тысяч, если я не ошибаюсь. Ну, то есть, помимо того, что ты должен заплатить ему гонорар, ну, я не помню сумму, потому что это было, считайте, 2 года назад. Во-первых, ты должен заплатить гонорар, но плюс ты еще должен оплатить проезд адвокату до места проведения действий. А адвокаты могут быть из другого региона. То есть, адвокаты стоят недешево. И хорошие адвокаты разбираются. Что вы никогда не должны делать, вот просто никогда ни при каких условиях вы не должны делать. Никогда ни при каких условиях не берите адвоката по назначению. Адвокат по назначению, не хочу их всех обидеть скопом, но в 99 случаях адвокат по назначению работает в связке с сотрудникам полиции, сотрудникам ФСБ, прокуратуры, Следственного комитета. Адвокат по назначению — это предатель в партизанском отряде. Помните такой анекдот? Он, если вы его возьмете, во-первых, вы потеряете возможность взять своего адвоката, ну, вернее, не совсем потеряете, да, вы можете менять адвоката, но когда у вас уже есть этот адвокат, уже сотрудник следственных, который проводит следственные действия, он уже вам скажет, ну вот у тебя же есть адвокат, ну погнали вместе с ним, все, мы тебя обеспечили, обязательно по закону, ну, значит, юридическое сопровождение, погнали вместе с ним. То есть, когда у вас нет адвоката, это одно дело. Когда у вас есть адвокат по назначению, это хитрые ребята. Ну, слово решальщик, понимаете, да? Они вам начнут давать советы, которые вас подведут под такой монастырь. Так они еще дадут такие советы, что они вас гарантированно подведут под монастырь. В каком смысле под монастырь? То есть вы явку с повинной, чистосердечное признание, там, не знаю, посоветуют какие-то процессуальные действия, которые можно было совершить и нужно было совершить, они забудут, не подскажут вам. Ну, в общем, и потом, когда вы когда-нибудь выясните, что того-то вы не сделали, это вы сделали неправильно, тут вы сами себя оговорили, любой судья
когда делает, допустим, вы такие, ой, блин, я потом в суде все расскажу судье. Но когда судья узнает, что у вас был адвокат, и вы сделали то-то, то-то в присутствии адвоката, вы никогда не докажете, что вы не хотели этого делать или не знали и так далее. У вас был адвокат, все, в материалах дела есть. Иванов Иван Иванович ваш адвокат, все. А то, что он вам насоветовал все неправильно или чего-то не посоветовал, все, ребята, вы уже не докажете. Поэтому лучше отсутствие адвоката, чем адвокат по назначению. А еще лучше, и самое замечательное, если вы в случае малейшего подозрения на какие-то юридические, в общем, уголовные действия, будете связываться с правозащитными проектами сразу. Вот даже если у вас есть знакомые адвокаты, первое, у вас должно быть приложение в России, и вы должны связываться с правозащитными организациями сразу же. Пишите всем и сразу, максимально подробно. У вас могут отобрать телефон под каким-то предлогом, выбить, вырвать. Ну, то есть полицейские могут пойти вообще вот на полный беспредел, по большому счету. Поэтому стоит ли только запахнуть жареным, сразу вот разбрасывайте информацию о том, что с вами происходит. И связывайтесь с теми адвокатами, которых вы знаете, которых вам порекомендовали. Если вы там какой-нибудь, преподаватель университета, да, я был преподавателем, и я могу об этом говорить. Ну вот вы никому не подкатываете, у вас молодая семья, жена, у вас нет интереса кому-то подкатывать в сексуальном плане. Вы не берете взятки, потому что у вас есть частный бизнес свой, вы учите детей для души, студентов. Заработать на преподавании практически невозможно. Это скорее призвание, чем способ заработка. Ну, то есть можно на чем-то другом заработать, но прямо на преподавании вы не заработаете. Вы в спокойной обстановке, через знакомых, друзей, в вашем кругу общения узнаете, где какие рекомендованные хорошие адвокаты есть, юристы, лучшие адвокаты, прямо вот члены адвокатской палаты, все такое. Вот вы набирайте 3-5 человек. Отзывы хорошие, пообщайтесь, спросите, готовы ли они будут вам помочь. Просто, вас же за спрос не ударят в нос. Даже в Испании за поговорить первые 10 минут деньги не берут. Поговорили, спросили, да, вот, все, готов. Если что, обменялись контактами, записали эти контакты. Когда вы окажетесь в ситуации, что вам в сумку подкинул студент конверт с деньгами меченными, вы полезли туда за учебником, случайно прикоснулись к этому конверту руками, значит у вас на руках окажется уже смыв вещества, которым обработаны купюры и конверт. Все, вот это уже все, вы уже участник оперативно-розыскных мероприятий, у вас на руках смыв, вам уже не доказать без адвоката, что вы не трогали этот конверт, потому что на руках у вас это вещество. Вот до этого момента, когда на вас уже готовят уголовное дело, у вас должны быть записаны в телефоне контакты адвокатов нескольких, потому что по закону Мерфи, по закону подлости, когда вам адвокат понадобится, даже 3 адвоката будут заняты. Желательно, конечно, чтобы они были из вашего города или из ближайших. Кстати, да, тут очень важная вещь. Горячий Ключ — маленький городок. И количество юристов, к которым вы можете обратиться, там очень маленькое. Потому что юристы, как правило, и юристы есть, но мало кто возьмется вам помогать в делах против полиции, потому что эти юристы в большинстве своем вась-вась с полицией, то есть они больше решальщики, чем юристы, больше договорником занимаются, чем защищают интересы своих клиентов. Поэтому, допустим, если вы в Горячем Ключе, адвоката вам лучше брать из Краснодара. Город большой, адвокатов больше, расстояние от Горячего Ключа небольшое, то есть на накладные расходы вы небольшие попадете. Выбора больше, и самое главное, адвокат из Краснодара, он не настолько связан с полицией и следственными органами Горячего Ключа, своими жизненными интересами, чтобы побояться чего-то там добиваться
в горячем ключе. А в самом горячем ключе, ну, если человек живет там и занимается адвокатской деятельностью, ну, он ради вашего гонорара не будет себе гомнять отношения с полицией или прокуратурой на всю оставшуюся жизнь. Не будет, ребят, вы не платите столько им денег, чтобы они... Я ради Иванова все, разругаюсь с полицией, там, докажу коррупцию и так далее. Понимаете? Адвокаты у вас должны быть такие, чтобы вы точно были уверены, что они в вашу пользу сыграют. Поэтому, если вы в маленьком городке живете, берите их из Краснодара, ну, в смысле, из большого города. Ну, если вы в Москве, там достаточно большой город, чтобы прямо из него, из другого района, допустим, взять. Поняли логику, да? Так, что мне еще писали в комментариях? Что вас, да, на вас могут давить, на вас могут наезжать, и две основных болевых точки. Первая болевая точка. Мы сейчас тебя закроем. То есть мы тебя сейчас оставим в участке и потом в камеру предварительного заключения, в так называемый обезьянник посадим. Если у вас не отобрали телефон, обращайтесь к правозащитникам, адвокатам. Ну, потому что я предполагаю, что вы ничего не совершили и вас не имеют права закрыть. Если у вас происходит задержание, значит, смотрите, любые действия полицейских с вами должны оформляться документами. Если вас доставляют в полицейский участок, должны, соответственно, оформляться документы о доставлении. Полицейские могут вам говорить, да потом мы тебя оформим. Нет, вы понимаете, почему я вот всегда вам говорю, когда вы ставите где-то подпись, ставьте дату и время, потому что время это очень важно. Есть сроки определенных процессуальных действий. Если вы просто поставили дату 30 декабря, это может быть час ночи 30 декабря, это может быть 11:59 30 декабря. Понимаете, в чем разница? Разница в 24 часа, в 23 часа. Вот. Дата, время, подпись. Дата, время, подпись. Только так. И никто вам не может запретить ставить ни дату, ни время под вашей подписью. Это ваше законное право. Если вам говорят, что мы вас сейчас задерживаем и потом в отдел полиции везем, или вы сами пришли в отдел полиции и отказываетесь что-то писать, и, соответственно, вам говорят, мы сейчас тебя закроем. Ну, что бы сделал я? Я не говорю, что это 100% правильно и гарантированный успех. Ну, что бы сделал я? Вежливо попросите полицейских сказать, на каком основании вас задерживают. Должно быть основание. Если вы считаете, что, ну, допустим, вы не знаете, полицейский вам отказался называть основание, или вы не знаете эту статью, не понимаете, очень часто не понимаете. Ну, вот вообще как-то у вас есть сомнения в законности действий полицейских, а вы у него в кабинете. Скажите ему о том, что вы против, вы не согласны. И скажите, что я хочу подать заявление. Он сотрудник полиции. Он говорит, я хочу подать заявление. О чем вас просят? О том, что я не согласен с вашими действиями и считаю их противозаконными. Вы вправе писать в заявление все, что вы хотите. Вот вообще все, что вы хотите. Может быть, вы вообще человек со справкой и пишете о том, что вам же ввели чип Илон Маск и управляет вами дистанционно. В заявлении вы можете написать все, что угодно. Ну, помните, что есть еще статья о клевете, лжесвидетельствовании, но в общем все, что угодно. Соответственно, вы считаете, что полицейские действуют против вас незаконно. Говорите, я хочу оставить заявление вам же о ваших незаконных действиях. В ответ полицейский должен принять это заявление и предоставить вам номер КУСП, то есть номер, за которым это заявление будет зарегистрировано в книге учета сообщения о преступлении и правонарушении. Почти во всех случаях полицейский скажет вам, нет, я не приму такое заявление. Окей, если у вас телефон в руке,
Вы набираете номер 102, если там не отвечают, номер дежурной части вашего главка, то есть, ну, допустим, в Краснодарском крае это Главное управление МВД по Краснодарскому краю. И эти номера у вас должны быть записаны в телефоне заранее. Они общедоступны. То есть звоните 102, не отвечают, звоните в ГУВД Краснодарского края или вашей Ростовской области, куда угодно, там тоже не отвечают. Звоните 112, если там тоже не отвечают, смотрите по сторонам. Если вы видите другого сотрудника, обращайтесь не к тому полицейскому, обычно они по несколько человек в кабинетах сидят. Если вы видите другого полицейского, обращайтесь к нему и говорите: я хочу вам, товарищ полицейский, ну или господин полицейский, как хотите. Уважительно, главное, не оскорбляйте, не кричите, будьте спокойны. Хочу вам подать заявление вот против вашего коллеги. Просто сухо на листе, и этот другой полицейский обязан вам предоставить номер КУСП. Ну, если вы в отделе сидите, то вам могут талончик даже выдать такой официальный из дежурной части. Если второй полицейский, у них же там круговая порука, откажется брать ваше заявление, то вы дозвонитесь куда-нибудь. Дозвонились куда-нибудь. И вот куда вы бы не дозвонились, например, 102 в дежурную часть, там, ближайших к вам, и то, что вы хотели письменно в заявлении написать, сообщайте устно. Я такой-то, такой-то, нахожусь в таком-то месте, допустим, в отделе полиции города по отделе МВД России по городу Горячий Ключ. Рядом со мной находится, это прямо реальный случай, Арутюнян Михаил, забыл как его отчество, это начальник психучастковой. Майор или подполковника, не помню кто, подполковник Арутюнян препятствует мне в моем праве свободно передвигаться по территории Российской Федерации. Он стал в дверях и не выпускает меня из кабинета, который находится там на втором этаже здания с торца библиотеки на улице Ленина. Ну, описали каким-то образом, где вы находитесь. Я не помню номер этого здания. Ну, там участковые сидят в горячем ключе. Вот Арутюнян, там должность его, как имя, отчество, не выпускает меня из этого кабинета и лишает меня моих конституционных прав в настоящий момент. Считаю его действия незаконны, прошу сообщить номер регистрации в КУСП. Увидите, как даже подполковник Арутюнян, даже начальник всех участковых, даже в присутствии других участковых начнет крутиться на сковородке как уж, потому что звонки в 102, они пишутся, а я сообщаю о противоправных действиях дежурного, ну, он может кинуть трубку, ну, тогда вы звоните, соответственно, в ГУВД Краснодарского края или там в свою областную ГУВД и повторяйте то же самое. Это реальный случай. Я пришел давать, добровольно пришел давать пояснения. Участковый Василий Коржов сообщил мне, это мое законное право, узнать то, что все, ну, то, что касается меня по материалам проверки. Ну, я почитал заявления, которые на меня написали, в чем меня обвиняют, обвиняли меня в ужасных преступлениях. Я посчитал, что я могу воспользоваться 51 статьей Конституции, о чем я заявил участковому. И тут в кабинете оказался его начальник Арутюнян, который буквально вот так и сделал. Встал в дверях и говорит: я тебя не выпущу, пока ты не напишешь объяснительную. Ему было плевать на 51 статью Конституции. Ну, я совершенно спокойно, не нервничая, не споря ни с кем. Потому что Арутюнян же объяснил цель своих действий. Законных оснований в его действиях я не нашел. Ну, то есть, почему он меня задерживает, не дает мне выйти из кабинета? Причина, что я не дал объяснения против самого себя, воспользовавшись 51 статьей Конституции, я не считаю законным. Я позвонил в 102. Как бабка отговорила. Я сообщил, там, конечно, слегонца подофигели. Вот, сообщили мне номер КУСП.
И желание Арутюняна задерживать в кабинете меня полностью пропало в этот момент. Полностью. Понятно, что Коржов бы не взял на своего начальника заявление. Не взял бы. Я даже Василия не стал в эту позицию ставить и писать в присутствии его начальника заявление на Арутюняна, чтобы Василий его зарегистрировал. Ну, просто бодаться с двумя полицейскими вместо одного тебе дороже. А по телефону ты звонишь, там все записывается, рассказываешь. Они меня хорошо знали в дежурной части, они поняли, что лучше согласиться, чем объяснять, почему нет. Меня выпустили. Ну, понятно, что потом, типа, пришла какая-то отписка, но того, что я хотел добиться, я добился. Меня выпустили из отдела. Если у вас не отобрали телефон, это действенный способ. Если отобрали телефон, ну, попробуйте дать заявление другому полицейскому на того полицейского, который вам против вас какие-то противозаконные действия предпринимает. Любой полицейский обязан принять у вас заявление на противоправные действия. Относится это к нему, не относится. По закону о полиции обязаны принимать у вас заявление. Если отказывается, супер, записывайте где-нибудь, хотя бы в том же телефоне, на диктофон, что вот я так, прямо вот можете себя на видео записать. Не надо в этой ситуации конфликтных полицейских записывать на видео, хотя это ваше право. Но вы просто еще больше раздуете конфликт. Вы себя снимаете на видео, чтобы было видно, где вы находитесь. Но это тоже, кстати, вопрос. Может еще дополнительный конфликт возникнуть из-за того, что вы снимаете в отделе полиции. Вроде как они начнут в этой ситуации, высока вероятность, кричать: это режимный объект, вы не имеете права тут снимать, тут везде валяются персональные данные других людей, ну, короче, найдут. Кстати, вам тогда найдут какую-нибудь подходящую статью. Поэтому, если вы на улице, спокойно себя снимайте на видео. Если вы в помещении полиции, в отделе полиции, лучше на диктофон. Включаете и пишите: я такой-то, такой-то, Иван Иванович Иванов, нахожусь в отделе полиции там-то, там-то, в такое-то время, в такой-то день. Попросил там Петрова взять мое заявление против Николаева, что он там хочет меня задержать в отделе полиции без основания. Вот. Николаев мне не объяснил, по какой причине он хочет меня задержать и законны ли его действия. Петров отказывается у меня заявление принимать. Ну, как-то Петрова и Николаева описываете, что этот там лейтенант, этот там майор, допустим, или там хотя бы этот участковый, этот там оперативный уполномоченный какой-нибудь. Ну, как-то их опишите, и там вряд ли у вас есть номера их бэджей, что было бы классно, конечно. Ну, описали и на диктофон себе надиктовали эту голосовую метку. И желательно ее отправьте кому-нибудь из знакомых, чтобы, если у вас телефон отберут, что высоковероятно, что у вас его, вот если они по беспределу начали действовать, что у вас телефон могут отобрать. Так вот, если телефон у вас отберут, вы на голосовую метку надиктовали, или кружочек записали, или сообщение в Telegram голосовое, и отправили жене, детям, маме, папе, знакомым, коллегам по работе. То есть, чтобы оно уже улетело с вашего телефона. Даже если ничего не произойдет, даже без дополнительных комментариев, если ваш коллега по работе получает такое голосовое сообщение, он его не удалит, он поймет, может даже вам перезвонить. Ну, в общем, ситуация уже... Полицейские категорически не любят огласку. Поэтому, кстати, борются с YouTube. Потому что никому не нужно, чтобы вы работали. Вот они же бандой работают, они такая группа товарищей, стая товарищей, да? Вот, организованное преступное сообщество, потому что в полиции очень редко бывают люди, которые не нарушают закон. Система там таких не держит, их сживает. Либо они начинают по чуть-чуть нарушать, потому что так они лучше управляемые. Потому что, нарушая закон, ваши коллеги по работе знают, где вы нарушили, вы знаете о них, и вы вот... Мафия, одним словом. Есть и хорошие полицейские. Я не скажу, что они все безгрешные. Нет, конечно, там совсем безгрешных не бывает. Но есть полицейские, которые что-то нарушают, но как минимум не совершают уголовных проступков. Вот. По мелочи нарушают они все. Вот. Увы. Такова система. Ну, я боюсь, что такая же система и в остальных странах. Ну, такова наша жизнь. C'est la vie.
Так вот, по поводу закрыть. Разобрались. Если в общем-то в отделе вас могут держать 3 часа, поэтому очень важно зафиксировать хоть каким-то документом начало этих действий. То есть, если вас удерживают силой против вашей воли, попросите составить протокол задержания. То есть, вы же находитесь в этом отделе полиции уже против вашей воли. Протокол задержания. И в этом протоколе, хорошо, не надо грубить им, не надо ругаться с ними. Лучше, чтобы это делали другие люди. Правозащитники, адвокаты, юристы, не вы. Поэтому попросите вежливо протокол задержания. Предположу, что вы уже до этого связались с адвокатами, с правозащитниками. Всем полицейским всегда отвечайте, если вы чувствуете, что сами не вывозите: я хочу пригласить своего юридического представителя по гражданским делам, административным. Вы можете, не только по уголовным делам у вас может быть адвокат, у вас может быть юридический представитель, помощник и по гражданским делам, и по административным делам. И вы можете письменно, если устно не понимает, лучше письменно попросить предоставить вам возможность, чтобы, у вас есть некий человек, допустим, жена, которая профессиональный юрист по административному праву. Вот вы хотите, чтобы она приехала к вам в отдел и помогла вам, как ваш официальный представитель, допустим, дать какое-то объяснение. Почему нет? Не обязательно должен быть адвокат. По уголовным делам желательно, чтобы именно адвокат был адвокатской коллегией. Но по гражданским и административным делам каким-то можно и юридического представителя, помощника, любого человека, не обязательно с дипломом юриста, любого человека, который будет у вас в роли этого помощника. И вы лучше письменно попросите полицейского, чтобы он вам предоставил возможность пригласить этого человека. Простая логика говорит, что этот человек из-под земли не вырастет. Адвокат тоже не телепортируется из Москвы в Краснодар, чтобы ваши интересы представлять. То есть, соответственно, понятно, что на время, пока едет ваш защитник, вы в отделе полиции остаетесь. Но и тут пригодится мой лайфхак. Поэтому подпишитесь, поставьте лайк, напишите в комментарии, насколько вам это мое объяснение полезно. Я, как правило, рассказываю, к концу самые ништяки вспоминаю. Вы не конфликтуете с полицией. Вас, кстати, будут очень подбивать к конфликту, вас будут подбивать к тому, чтобы выбить вас из равновесия. Это определенный трюк полицейским. Они очень хотят вас выбить из равновесия. Почему? Потому что у них там камеры висят. Вы сидите, вам что-то там орут на вас, кричат: мы тебя закроем сейчас, мы тебя тут всем отделом. Их же там еще несколько человек сидит в одном кабинете. И вас все время выбивают из колеи. Потому что стоит вам матернуться в присутствии полицейских, все, ребята, вы попали. Камеры висят, звук они пишут, плюс еще кучу полицейских вокруг. Мелкое хулиганство вам обеспечено, и можете вы спокойно ждать уже вашей участи в обезьяннике. Вас будут выбивать из колеи. Вас будут провоцировать на конфликт, на то, что вы кричали: я сейчас матом вам объясню, кто я, кто вы. Только в себе хуже сделать. Поэтому тихо, спокойно, письменно. Все делайте письменно. Полицейские жутко не любят, чтобы вы все письменно оформляли, потому что это же все потом в материалах дела оказывается. Это же все потом нужно будет как-то обрабатывать. Одно дело вы тут устно что-то с ними, а другое дело письменно написали заявление, там, допустим, участковому Тамукаю Сергею Казбековичу, заявление: я, Панчкин Андрей Викторович, по материалам проверки номер такой-то, от такого-то числа вам обязаны дать ознакомиться с теми материалами, которые касаются вас. Ссылка на то, что там персональные данные, ребята, я по закону имею право с этим ознакомливаться. Закройте персональные данные чем-то, хотя вы тоже, опять, фамилия, имя, отчество заявителя — это не персональные данные. Нужно что-то больше, чем это, чем фамилия, имя, отчество. И вы пишете заявление.
Та-та-та-та-та-та. Я, Панюшкин Андрей Викторович, по материалам проверки номер такой-то, от поданным по заявлению, допустим, Иванова Ивана Ивановича, хочу пригласить в качестве своего юридического помощника, в скобках защитника, Петрова Петра Петровича. 30 декабря 2024 года. Не знаю, сколько сейчас. Ну, условно говоря, 13:00. Подпись. И отдаете это заявление сотруднику полиции, который вас ограничивает в вашем конституционном праве передвигаться свободно, то есть уйти из отдела. И просите это заявление зарегистрировать. Принять и зарегистрировать. Угу! Каких вы целей добились? Первое. У вас есть, если его зарегистрируют, это заявление, что они обязаны сделать? У вас есть документ, где указано время, с которого, если что, будут насчитывать время начала вашего задержания. То есть против вашей воли вы остаетесь в отделе. Можете это, кстати, расписать, что я не хочу, пользуюсь 51 статьей, делать то-то, то-то, или я просто забыл, что было в том-то месте, что делал там, ну, то есть забыл, не понял, помните, да? Забыл, не понял, а вот сотрудник полиции настаивает, чтобы я вспомнил и не выпускает меня из отдела. 100% противозаконных действий. Ну как я могу вспомнить? Прямо вот все, что вы думаете, так и пишите. Я нервничаю, на меня давят, мне угрожают, я не помню, я не понимаю, не могу вспомнить, я хочу писать, я хочу какать. Прямо в заявлении так и пишите. И все это полицейскому. Бумага все стерпит, вы вольны писать все, что угодно, если не нарушаете закон. То, что вы хотите писать и какать, полицейский не может знать и проверить. Хотите вы писать или какать? Хотите вы, нервничаете вы или нет? Вы вот так себя чувствуете, пишите. И главное, у вас есть документ, где есть дата, время и то, что вы и при каких обстоятельствах против вашей воли вы остаетесь в отделе. И отдаете полицейскому. Вот посмотрите, отказывает он вам в регистрации, отдаете соседнему полицейскому, тот отказывает. Звоните в дежурную часть. Звоните на 112 и задиктовывайте это заявление. Но уже добавляйте, что я его пытался в письменном виде подать полицейскому, а они его не приняли. Это все пишется. 102 пишется, 112 пишется. ГУВД края, области, республики пишутся звонки. По-любому будут потом разбираться. И каждый раз говорите, против моей воли, противозаконно, хочу, чтобы вы приняли меры. Зачем вы звоните? Чтобы вы приняли меры, чтобы меня отпустили из отдела. Поэтому в отдел, кстати, рекомендую поменьше ходить, чтобы таких ситуаций не было. Вот. Общайтесь с полицейскими письменно. Желательно вне отдела. Спокойно они это могут делать. Ничего там, им просто так удобнее, они для себя делают как удобнее. Если участковому надо взять от вас пояснение, он к вам и домой приедет. Это их обязанность. Если вы сдали какое-то заявление сотрудникам патрульно-постовой службы, участковый, когда освободится, приедет к вам домой. Захотят, они сделают, но они не хотят. Они хотят, чтобы вы к ним прибегали на их территорию, а у вас дома, кстати, в дом его не пускайте никогда, принимайте полицейского на вашем участке, но на улице. Если у вас квартира и полицейскому вы не доверяете, встретитесь с ним в предбаннике, в коридоре. Все равно это родные стены, но не в дом, потому что в дом мы его сами пустили. А полицейские ребята очень хитрые, они могут что-то обронить у вас, когда вот ботинки зашнуровывают, какой-то сверточек может упасть. Извините, что так долго, но я вот как-то вам в лицах подробно все это объясняю. Видите, кто досматривает концепт. По поводу сверточков. Несколько раз меня пытались по наркоте принять. 228 статья, кстати, полицейского, Максимку, потом по этой же статье и, по наркотической статье и приняли. Вот. Помните, в «Горячем ключе» года 2 назад был случай, когда полицейский пытался продать большой объем марихуаны. Да, тот самый Максимка, который из наркоконтроля считал, что я не снимаю сливы фекальных вод, которые делает администрация «Горячего ключа», а он неожиданно, и почему-то в тот момент, когда я там был, оказался на месте и... А что ты в лесу делаешь? А ну-ка пойдем мы тебя оформим. Вот когда он мне сказал, а ну-ка пойдем мы тебя оформим, все. Звонок 102,
такой-то человек на такой-то машине с номерами, что-то там Kia, по-моему, с номер 161 регион, зачитываю номера, описываю этого человека, ну он там светанул передо мной удостоверением, я помню, запомнил, что Максим, забыл его фамилию сейчас. Вот. И задиктовываю то, что я считаю, что мне пытаются сейчас вменить то, чего я не делаю. То есть, что я кладмен, закладчик. Ну, понятно, что человек не оказался случайно на этом месте в это время, когда я вот долго-долго там ходил и снимал на видео все эти, откуда фекалии текут, как они под дорогой протекают. Вот. И не первый раз туда приезжал, и машина моя известна была в горячем ключе, и уж полицейские точно знали, где я нахожусь. И по камерам, да, и, собственно, я и не скрывался. По поводу веществ. Подкинуть могут, скорее всего, наркотики. Маловероятно, что какой-нибудь патрон, но патрон тоже оружие. Вот. Скорее всего, наркотики. Почему наркотики? Потому что можно обработать сверток с наркотиком веществом и потом искать у вас на теле смывы. То есть доказать, что вы этот пакетик держали в руках. Эрго, то есть соответственно, если вы в отделе полиции, все, чего вы должны касаться, листик бумаги. Только листик бумаги, на котором пишете заявление. Даже лучше, чтобы ручка, которую будете писать, была ваша. Я всегда с собой ручку ношу. Даже здесь, в Испании. Полезная привычка. Ручку могут обработать веществом. Ну, листик бумаги тоже могут обработать веществом. Но у вас хотя бы будет объяснение, почему у вас на руках это вещество. Потому что вот вы писали это заявление. С ручкой тоже может быть что-то подобное. Но все-таки ручек много. Допустим, вы скажете, я писал вон той ручкой. Полицейский достает такую же ручку, а она ничем не обработана. А вот листик бумаги, где написано заявление, оно же ваше собственноручное, написано собственноручно, нет, или написано с моих слов, мною прочитано. То есть то, что вы касаетесь руками и там подписываетесь, у вас есть объяснение для судьи потом, почему смывы с бумаги, с какого-то с пакетика с веществом оказались на вашей руке. Потому что скажете, я писал это заявление, вот оно было обработано. Но это я прям почти конспирологическую теорию вам рассказываю. Ну, так может быть. Чего вы не должны делать никогда, ни при каких условиях. Ни в своей машине, ни в своем доме, ни на улице. Не трогайте никаких свертков, чужих вещей, ничего не трогайте. Или если вдруг вам жутко хочется это все потрогать, возьмите бумажную салфетку, какой-то вот водорастворимый, подчеркиваю, водорастворимый кусочек материала в руки. Что-то лежит, допустим, кошелек. Вы же не пройдете мимо. Взяли две салфеточки в руки, допустим, влажные салфеточки, открыли, посмотрели, увидели, что там что-то похожее на белый порошочек или, допустим, на коричневую пасту. Аккуратненько закрыли, оставили на том месте, где это все лежит. Вы же, надеюсь, не настолько глупы, чтобы доставать оттуда деньги, карточки, документы. Вы же не такой Робин Гуд и добрый самаритянин, чтобы, вот, увидев это в кошелечке, звонить куда-нибудь в отдел полиции и говорить, я такой-то нахожусь там-то, нашел деньги и кошелек, и вот там белое вещество, хочу сообщить. Вы сразу себе 228 статью пропишите. Народная статья, почитайте. Уголовного кодекса. Увидели, что там что-то не то с этим кошелечком. Ну, скорее всего, это будет всегда не то, потому что кошельки обычно не разбрасывают по улице в видных местах. Там, скорее всего, где-то снимают вас еще на камеру, вы улыбаетесь. Посмотрели, а у вас две салфеточки, вы руками не трогаете. У вас две влажные салфеточки или сухие салфеточки. Посмотрели, потом положили все на место, и эти салфеточки бросили в воду, в лужу, в урну,
но предварительно замочив. Все. Вот. Тогда связать с вами эти салфеточки будет сложнее, даже если их потом вытащат из урны или из лужи или еще откуда. Почему не рекомендую платочком пользоваться? Платочек ваш можно с вами связать. Вот. Могут быть ваши ДНК на этом платочке. На салфеточках тоже могут, но в меньшей степени, если вы их потом бросите куда-то в воду или в какое-то вещество. Из урны вытащат, если захотят. Поэтому правило номер 0: не трогайте то, что не ваше. Если прямо любопытство кошку погубило, вас ничего не останавливает, ну вот попробуйте так. Резиновые перчатки нет, ребят. Резиновые перчатки внутри, во-первых, ваши ДНК могут иметь. Помните, да, у нас не только отпечатки пальцев, но и ДНК. Вот. Во-вторых, все-таки резиновые перчатки, ну как вы там будете кислоту потом вовнутрь заливать, или щелочь, или еще что-то, вымывать их, ну что прям полный состав себе уже преступления шьете. Вот. Ну то есть кинуть бумажку или влажную салфетку в воду, ну случайно, ну выпало, руки тряслись, нервничал, уронил. Вот. А вымывать резиновые перчатки, ну блин, сами себя под статью подводите. Почему уже доказано, что вы это целенаправленно делаете, а не случайно. В отделе полиции ничего не трогайте, не пейте никакую воду, никакие там, не знаю, естественно, вещи не принимайте сотрудников полиции. Если вдруг нашли у вас в кармане какой-то сверток, а вы его туда не клали, руки в замок, все. Вот у вас из кармана вытаскивают сверток. Ну, может сотрудник полиции, это отдельный разговор, отдельный, подробный, так долго разговариваем, как он у вас туда попал, может быть сотрудник полиции в рукаве его держал, засунул руку в карман, и он туда выпал к вам в карман. Самое главное, чтобы ваши руки были в замок, и вы не трогали этот сверток. Сотрудник полиции достает его, но вы его не трогаете, не прикасайтесь. Вот. И давайте последнее уж, раз мы так глубоко закопались. Извините, что так долго, но я надеюсь, что это для вас важно все. По поводу понятых. Очень часто сотрудники полиции, когда вы там что-то отказываетесь делать, говорят: мы сейчас вызовем понятых, и ваш отказ действий каких-то, допустим, отвечать, подписывать и так далее, вот будет зафиксировано понятыми. Вот, допустим, когда вас будут обыскивать, досматривать ваши вещи, ваш автомобиль, не осматривать, осматривайте снаружи, ходите, осматривайте, всем видно, все внутри, вот из окон заглядывайте, пожалуйста, осматривайте, не препятствуй, пожалуйста. А вот если вы хотите залезть в мой бардачок, в багажник, это уже досмотр, пожалуйста, 2 понятых. Кто может быть понятыми? Люди, которых вы запишите. То есть, если приглашают понятых, вы должны знать полностью данные этих людей. Если вам скажет сотрудник полиции, это персональные данные, звоните в ГУВД, звоните в дежурную часть. Вы должны знать, кто эти понятые. Вы должны записать их данные. Потому что эти люди, они играют на стороне полиции. И вы понятым очень часто понятые — это подставные люди. 2 этих человека, специально обученных, взаимодействуют с полицией много, долго, успешно. Поэтому обычно эти люди сами прокалываются, но видно, что они такие за понебратское отношение с полицией, как друзья добрые, понятые с улицы, которые действительно там взяли и они согласились. Кстати, понятым, насколько я помню, можно быть только добровольно. То есть против вашей воли вас не могут сделать понятым. Ну, вот если какой-то человек, допустим, сотрудник ГАИ остановил водителя фуры, ну и у водителя фуры есть вилка. Пойти понятым, допустим, по свидетельству на алкогольное опьянение или подвергнуться тщательному досмотру своей фуры. Ну, водитель фуры думает: черт с ним, пойду
понятым, допустим, что у вас вещество нашли какое-то в машине. Вот, обыск, досмотр машины вашей проводит, и вот вещество там нашли, и остановили водителя фуры, чтобы он был понятым. Вы должны записать данные этого человека, где он, что он, как он. Потому что он же будет оставлять эти данные в заявлении. Вот вы себе эти данные записали, надиктовали в виде голосовой метки на телефон, отправили знакомым, родственникам. И главное, и самое важное, понятым вы должны объяснять, что вы несете ответственность за то, что вы, допустим, будете свидетельствовать того, чего не было. Вы потом будете вызваны в суд. То есть это очень многих останавливает. Многие понятые могут думать, я сейчас вот расскажу, что мне там полицейский просит, и поеду дальше. Нет, так не будет. Сразу скажите, я вас буду вызывать в суд, вы будете нести ответственность за лжесвидетельствование и так далее, и так далее. Объясните понятому, что он может понести ответственность за то, что он неправильно что-то запишет. У него есть обязанность все свидетельствовать правильно. Соответственно, понятой, допустим, если обнаруживает вещество в вашей машине, должен написать, что да, вот в машине такой-то, был обнаружен сверток, но, допустим, вы, как владелец машины, говорите, что это не ваш сверток, что его вам подкинули и так далее. Это все понятым надо объяснять. Очень многие после такого объяснения отказываются быть понятыми. И объяснить понятым, кстати говоря, что они не обязаны быть понятыми, что они имеют право отказаться. В большинстве случаев понятые тогда, ну ладно, нафиг, и уезжают. И полицейскому приходится долго искать. Но самое важное, ладно, там человек со стороны понятой, неподкупный, не подкупленный. Хуже, если это подставные лица, так сказать, понятые по вызову, понятно, с чем аналогия. Понятые с пониженной социальной ответственностью, скажем так. Вот это хуже. Во-первых, эти люди уже знают свои права и обязанности, то есть они грамотные юридически, хотя бы в этой сфере. Во-вторых, их не особо запугаешь какими-то судами, они по этим судам ходят как на работу. Тады ой. Возвращаемся в начало разговора. У вас должны быть контакты адвокатов, правозащитников, каких-то ваших друзей с юридической подготовкой, которые могут быть вашими представителями. И если вы чувствуете, что с вами происходит что-то не то, и может быть уголовное дело, или какая-нибудь штука, связанная с пребыванием в обезьяннике, например, 19.3, лучше перебздеть, ребята, лучше перестраховаться, чем подумать, я его побеспокою. Конкретный случай в горячем ключе весной 22 года. Известная девушка Анна Запчик выходила много раз с антивоенными плакатами. Много-много раз. И полиция решила ее показательно наказать. Для этого ей нужно было с ними пообщаться, с полицейскими в отделе. Я, как понимаю, ей не присылали никаких повесток, в общем, в отдел она не являлась. Ее выследили, я вам гарантирую, ее выследили. Потому что я видел сотрудников полиции ГИБДД, которые ее на объездной в горячем ключе заранее, за несколько часов, зная, где она живет и что ее машина там стоит, заранее за несколько часов ее караулили там. Потому что я с ними разговаривал по своему поводу в этом месте, не зная, что они ее караулят. Они ее караулили, они прям ее в засаде ждали. И вот когда она поехала, они ее на развилке около заправки газом в горячем ключе на объездной. Они ее остановили и туда подъехали. Она была с ребенком, заперлась в машине. Туда подъехали уже специально обученные понятые, как я понимаю. Она позвонила мне, как журналисту. Я приехал, подъехали еще другие люди, которые занимались вместе со мной правозащитной деятельностью. И мы, не вмешиваясь в действия полиции, со стороны
фиксировали то, что происходит на улице, в общедоступном месте, на камеру. Ситуация жестко поменялась. Полицейские, увидев меня, узнав мою машину, узнав меня, увидев, что я их снимаю, и они даже не пытались мне препятствовать в этом, как-то они очень быстро после этого отпустили. Прям очень-очень быстро у них желание. А там их было много, несколько машин, участковые, какие-то там начальники этого отдела подъехали. Но увидев меня со стороны, я с ними даже не разговаривал, просто снимал через дорогу. Они как-то жестко решили, что не в этот раз. Аня поняла намек и уехала из России после этого. По-моему, в мае 22 года. Вот. А полицейские запомнили, что я им тогда подгонял. Просто своим присутствием. Поэтому, если с вами что-то происходит не то, и еще один человек вместе с вами всегда облегчает вашу участь. Ну, я думаю, на этот раз достаточно. По 51 статье еще раз разобрались. Если, резюме, если человек не попадает в число ваших близких родственников, и это не вы, вы включаете «я не помню», «я не понял». То есть вам что-то говорят, можете обе включать. «Я не понимаю суть вопроса», «я не помню обстоятельства того дня». Не надо объяснять, почему вы не помните. Просто «я не помню». Ни вашу память, ни ваше понимание сотрудник полиции никак вам не может вменить как обязанность. Вы можете не помнить и не понимать. Это не преступление. Понятно, да? Руками ничего не трогаем в отделе полиции. В случае чего, если вас угрожают закрыть, эскалируем проблему, звоним 102, 112, ГУВД края, области, республики, даем письменное заявление другому полицейскому, что вас незаконно задерживают, сообщаем всем вашим знакомым, и главное, адвокаты и правозащитники у вас должны быть под рукой всегда. Все это вы запомнили, поставили мне сейчас лайк, подписались, расшарили среди знакомых. Напишите комментарий, как было у вас. Собственно, вот эти 72 минуты я отвечал на несколько комментариев. Видите, насколько я к ним серьезно отношусь. Все. Завтра Новый год. Желаю вам в новом году не сталкиваться с российской правоохранительной системой. Никогда, ни при каких условиях. Помните, что Россия — это государство, где нету правоприменения, где творится беззаконие. Поэтому, находясь в России, вы всегда рискуете попасть под каток. С наступающим Новым годом!